Ватикан – самое маленькое, но экстремально влиятельное государство в мире. И, кроме того, одно из богатейших в Европе. Святому престолу Ватикана принадлежит золото и недвижимость в Европе и Южной Америке, а многомиллионные пожертвования от паломников и туристов ежегодно пополняют казну страны. Несмотря на то, что независимость Ватикан получил лишь в 1929 году по Латеранскому договору, подписанному между папой Пием XI и Бенито Муссолини, история папского престола и власти продолжалась с первого века нашей эры, с момента мученической смерти апостола святого Петра. Еще большую власть и силу ватиканские понтифики получают в 313 году, когда император Константин легализовал христианство как религию и подписал Миланский эдикт. Тем не менее, христианство быстро распадается на множество ветвей, которые никак не хотят объединиться или подчиниться друг другу. В связи с чем в мире формируются два номинальных христианских центра. Один католический здесь, в Ватикане, а другой – Священной Римской империи в Константинополе. И хотя папы римские много раз пытались договориться с главой Константинополя, ни одна из попыток не увенчалась удачей. И даже с падением Византии под натиском турков-османов не останавливает этого противостояния. Кроме того, папский престол и их любовь к роскоши и богатой жизни пережил и изгнание во французский Авиньон, и реформацию Мартина Лютера, который настроил многих христиан против продажных пап, и Великую французскую революцию с последующим разграблением Ватикана Наполеоном Бонапартом, и нападки на орден и иезуитов. Тем не менее, понтифики удержали и свою власть, и свое влияние, охраняя множество мировых загадок и саму христианскую религию. В этом видео мы отправимся в этот магический город-страну и узнаем, какие тайны и нестыковки хранят в себе музеи Ватикана, на чьих костях построен главный католический собор мира и что запрещается выносить за пределы ватиканских стен простым смертным. А пока ставьте палец вверх, устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Ну что ж, дорогие друзья, как только наступает утро, мы, конечно же, первым делом слушаем бой мотоциклистов и направляемся к государству внутри государства, к маленькой автономии и самому, конечно же, маленькому государству на земле. Как вы догадались, речь идет, конечно же, о Ватикане, в котором проживает не более 1000 человек, буквально 800, и все они являются служащими той самой церкви, которая фактически захватила весь мир. Идемте смотреть, как же живут эти люди и что же там такое интересное. Можно ли узнать там секреты нашего мира, мироздания и всего прочего. Сразу у ворот к Папской области начинается огромная очередь, несмотря на столь ранний час. Количество людей, конечно, поражает. Если купить заранее билеты, как мы, то можно пойти по вот этой линии, такой fast pass, а все остальные люди стоят за билетами. Однако, несмотря на наши страхи о бездарно потраченных часах в очереди, все эти опасения не подтвердились. Люди с купленными билетами подходят к назначенному времени. Что ж, дорогие друзья, свой истинный бизнес-класс можно почувствовать, если ты все-таки купил билеты в Ватикан, потому что вот очередь сзади, она не двигается. И вот мы двигаемся со скоростью 5 метров в секунду, как говорится, семимильными шагами. И вот уже двери Ватикана практически открываются перед нами. Несмотря на то, что на границе этого места не проверяют паспорта и не задают глупых вопросов о целях визита, как это происходит во многих государствах мира, ворота Ватикана, которые зорко охраняются Ватиканской армией, открываются четко в 5:45 утра и закрываются в час ночи. В полночь карета превращается в тыкву, и все гости страны должны покинуть ее, ведь на ночь в Ватикане могут остаться только самые близкие родственники граждан страны. Так, все-таки стоим мы в одной очереди на время. После того, как вы говорите, что у вас есть билет на определенное время, вы становитесь в еще одну очередь. Она уже не такая большая, но тем не менее, нужно ждать своего часа звездного, когда вы перейдете эту границу. Как говорится, то самое, как называется, это в Грузии была. Верхний Ларс, он уже не тот. Верхний Ларс прекрасен. Спустя примерно полчаса ожидания позвали именно тех людей, которые приобрели билеты, как и мы, на 9 утра. За пунктуальность с таким огромным потоком туристов можно поставить жирный плюс. Из безопасности проверяют лишь на металлодетекторах. И тут начинается веселый квест, ведь музеи Ватикана – более хитросплетенное сооружение, чем любой музей на Земле. Огромное количество залов, миллионы разных путей и маршрутов. В общем, без гида точно не справиться. Поэтому мы берем аудиопомощника в дорогу. Так, ну что, выдали нам прайс-лист, как говорится, и карту тоже выдали. Можно слушать.
Спустя несколько пройденных лестниц и эскалаторов мы, наконец, видим купол знакомого здания собора Петра. А значит, перед нами вход в музей Ватикана, 5-е по посещаемости место в мире. Музейный комплекс был создан в самом начале XVI века, когда Папа Римский Юлий II, следуя рекомендациям Микеланджело, выкупил копию мраморной скульптурной композиции «Лакоон и его сыновья» и установил шедевр на всеобщее обозрение в одной из ниш Бельведера. Последующие папы по-своему обогащали коллекцию, добавляя новые и новые произведения, пока в 1771 году музейные экспонаты и коллекции не предстали впервые перед широкой публикой. Сейчас это величайшая коллекция, состоящая из 54 галерей, которая включает в себя шедевры Ренессанса, античной Греции, Древнего Рима и Египта, старые карты и таинственные книги со скрытыми от человечества знаниями. Начинаем мы знакомство в хронологическом порядке с Григорианского египетского музея, который погружает нас в историю этой величайшей цивилизации. Сам папа Григорий XVI, который открыл этот музей в 1839 году, был большим любителем изучения культур древних цивилизаций. Особый интерес к египетской тематике возник у него в связи с общественным резонансом XIX века, который был связан с расшифровкой древних иероглифов исследователем Жаном Франсуа Шампальоном. Но и гораздо раньше, уже во II веке нашей эры, тот же римский император Адриан, известный разрушением Иудеи и переименованием Иерусалима в Эллию Капитолину, отличался особой любовью к египетской манере строить дворцы и египетским методам погребения. Вернувшись на родину, он велел построить себе виллы по образу и подобию вотчины фараона, и некоторые из египетских статуй Адриана стоят в качестве экспонатов в одной из комнат музея. В XIX веке мода на античность вернулась, и папа Григорий, поддавшись египтомании, стал скупать оригиналы реликвий любыми способами, от источников у власти до черных рынков и частных вилл. Известно, что далеко не все покупки были удачными. В ходе реставрационных работ выяснилось, что папу обманули, подсунув ему 2 фальшивые мумии, которые, между прочим, до сих пор включены в экспозицию музея. Однако количество настоящих предметов египетской цивилизации просто поражает воображение. Тут можно найти и невероятно умелые расписанные статуи, и статуэтки, которые предназначены для охраны умерших в загробном мире, и останки мумий. Одним из ценнейших экспонатов считается скульптура молодого грека Антиноя, фаворита римского императора Адриана, в образе повелителя загробного царства Осириса. Ее ремейки есть в Петербургском Эрмитаже и московской усадьбе Останкина графа Шереметьева. Ну а мы тем временем выбираемся из столь великой цивилизации и перемещаемся в не менее прекрасную античную Грецию, которая наполняет музей Кьеромонти. Если вокруг меня такое количество статуй, такая огромная коллекция, значит, мы находимся в музее Кьеромонти, сразу следующий после египетской экспозиции. И здесь, в принципе, можно найти просто всех на любой вкус и цвет, любого периода, любой, как говорится, степени пошлости, не пошлости. Вот, все можно найти, пройтись по этой галерее искусства. Камерный, конечно же, типа, да, на самом деле ничего подобного. Это огромная кладезь древнеримской, я бы сказала, эпохи и древнегреческой. Специфическое название этого музея, расположенного вдоль целого коридора и наполненного различными статуями императоров и богов Древней Греции и Рима, связано с именем папы Пия VII, который относился к роду Кьеромонти. За всю жизнь ему удалось собрать внушительную коллекцию эпохи римского господства над миром, ведь здесь находится около 800 экспонатов. Вот такие интересные собрания произведений. Многие из них они были, собственно говоря, как-то отреставрированы, и собраны и найдены в 17, 16, 18 веке. То есть они сравнительно недавно. И причем это случилось в разных местах, когда раскапывали, например, Римский форум. И вот один из как раз римских пап решил создать себе вот такую камерную коллекцию различных древних греческих и римских скульптур. Именно в этом месте оживают известные с детства книжки по мифологии. Вот она, и голова древнегреческой богини мудрости Афины, и Посейдон, и рельеф Триграции, и дочери Необы, и, конечно, гигантские статуи римского императора Августа, Клавдия и многих других, которые специально возвышаются над простыми смертными в знак признания силы этих императоров и их мощи. Очень многие проходят мимо, не обращают внимания, но если вы говорите про древний вот этот какой-то мир, да, когда не было
тех самых гаджетов. Посмотрите, ладно, статуи, да, они соединяли, да, видно, что некоторые вещи, они, например, просто убираются. Но обратите внимание, как вообще можно было такие складки по камню высечь. Просто подумайте с древними технологиями, да, как это можно было сделать. А ваши варианты, как говорится, пишите в комментариях. Несмотря на то, что многие статуи действительно посвящены известным фигурам античного времени, здесь можно найти и простых крестьян, и фигуры детей, и больных людей, или даже вычурные сюжеты из мифологии, где люди обладали 2 или 3 головами. Самое интересное, что, в принципе, если тебе какая-то деталь не понравилась, ну, мода изменилась или, например, времена, нравы, то вот эти головы, обратите внимание, знаете, почему их нету? Потому что, как говорится, древние римляне подхватили идеи древних греков по созданию подобных статуй. И нужно сказать, что как только менялся император, голову старому предыдущему сносили и, соответственно, вкручивали новую. То же самое можно сказать про другие части тела. Да, если не понравилось, можно, в принципе, снести. В 1822 году к галерее музея добавился новый рукав – Браччо Nuovo, над которым работал талантливый архитектор Рафаэль Стерн. В нем можно найти древнеримские и греческие надписи и такие редкие статуи, как памятник императору Нерону, многие бюсты которого были уничтожены из-за ненависти народа к этому правителю. Ну что ж, дорогие друзья, мы прямо из античности перешли в более новое время, когда античность приобрела огромный успех и популярность. Это так называемый новый предел, который появился здесь в 17-18 веке. Часть этих скульптур, которые находятся вокруг меня, Наполеон украл к себе, но потом все это было возвращено и до сих пор находится здесь, в этом голубом замечательном зале. Известно, что через Альпы тянулась длинная колонна телег, груженных шедеврами по приказу самого Наполеона Бонапарта. Солдаты его армии даже использовали некоторые документы и книги из Ватиканской библиотеки для разжигания костра, желая согреться во время своего зимнего похода. Но, к счастью, после войны многое было возвращено на свои места, и этими мастерскими бюстами можно насладиться сегодня в Ватикане. Так, вон еще дополнительно к нашим складочкам, вот обратите внимание, это, конечно, 2 век, хоть и нашей эры, но подумайте, как можно было вот такую вещь сделать, как будто пакет натянули на самом деле, но на самом деле это сделано из материала, просто давайте посмотрим, из чего это сделано, вот, как говорится, ну, я не знаю как, это чудо. Ну а дорога тем временем выводит нас на открытую местность. Этот замечательный зеленый парк известен под названием «Двор Пиния», что в переводе означает «сосновая шишка». И вовсе не случайно. Почти сразу можно увидеть огромную бронзовую шишку, которая находится над фонтаном, и история ее уходит вглубь 1-2 века нашей эры. Изначально шишка располагалась на Марсовом поле, но в начале 17 века, во время работ по переустройству двора, ее перенесли сюда и вписали в интерьер по замыслу архитектора Джанни Браманте. В центре дворика располагается также золотой шар, но это уже современное искусство, олицетворяющее хрупкость нашей земли и урон, который привносит наша деятельность окружающей среде. Ну что, а мы тем временем вышли во дворик, и здесь находится вот такая гигантская шишка. Она сохранилась на самом деле, точнее была принесена с фонтана 8 века нашей эры, и рядом с ней вот такие львы. И вот такая солнечная погода. Что-то реставрируется, часть реставрируется, но вот этот оригинал с павлинами остался здесь. Уютный, залитый солнцем дворик с шишкой выводит нас окольными путями, уже занятыми толпами экскурсионных групп, в еще одно камерное место под открытым небом с искусством античного мира. Теперь мы в музее Пио Клементино. Название говорит нам о том, что коллекция собрана по поручению 2 римских пап – Климента XIV и Пия VI. В конце XVIII века папа Климент решил всерьез заняться коллекционированием всех археологических находок для своего музея и не жалел средств на приобретение все большего количества произведений искусства. Финансовую поддержку идеям папы оказывал казначей Джован Браски, который впоследствии стал папой Пием VI и продолжил начатое дело. Изначально приобретения размещались в Ватиканской библиотеке, но когда места стало категорически не хватать, выбор пал на дворец Бельведер, где уже хранились с XVI века многие шедевры античного искусства. Сейчас он состоит из нескольких частей и открывает это чудо
дворик, который при папе Юлии II, открывшем музей Ватикана, был пронизан апельсиновыми деревьями и разнообразными античными статуями. Здесь можно найти такие шедевры, как статуя Гермеса или Антиноя Бельведерского, которая была создана во времена императора Адриана. Впоследствии эта скульптура была выкрадена Наполеоном в Париж и размещена в музее Лувра, а затем возвращена на место, когда империя Наполеона пала. Подобные шедевры обрели новую популярность в 17 веке, когда мраморные копии заказали себе большинство императоров Европы, в их числе Петр I. Не менее прекрасным является и Аполлон Бельведерский, созданный во II веке нашей эры. Считается, что статуя является репликой той, что была создана еще в 300 году до нашей эры. Выделяется среди общих других шедевров мраморная группа Лакаон и его сыновья, которая могла находиться во дворце Тита на Палатине и считается первым образцом изображения агонии в западной культуре. Глядя на все эти шедевры, удивляешься уровню мастерства, которым обладали наши предки в древности. Ну а впереди у нас зал животных из белого мрамора и алебастра. Часть из них – копии греческих и римских оригиналов, хотя некоторые многоглавые животные наводят на логичный вопрос – это плод чьего-то воображения или такие чудища действительно существовали в древности? Нет, это как будто похоже больше на коня. Не знаю. И тем не менее, все последующие шедевры, представленные в этом музее, удивляют все сильнее. В центре зала Мус восседает бельведерский торс. По легенде, скульптор Микеланджело настолько восхищался им, что назвал себя его учеником и отказался приделывать ему руки и ноги, не желая портить статую ненужными дополнениями. Сама планировка комнат спроектирована по образу и подобию древнейших храмов, которые словно создавались богами, а не примитивным человеком. Так, следующий зал Ротонда, созданный Микеланджело Симонетти, был построен по образу и подобию пантеона, сооружение древним римским богам, до сих пор поражающее туристов совершенностью форм в центре Рима. Ротонда, как и пантеон, обладает сферической крышей, а вокруг зала располагаются гигантские статуи императоров, возведенных в божественный ранг. Здесь находится и особо ценный экспонат – статуя Геркулеса из позолоченной бронзы. Ее ритуально похоронили и закопали жертвенным ягненком возле театра Помпея, где она и была найдена в довольно хорошем состоянии в 1864 году. Пол в зале также представлен в виде мозаики одной из древнеримских вилл II века нашей эры. Последний же зал возвращает нас в эпоху расцвета эллинизма, и выполнен он потому в форме греческого креста. В этой комнате располагаются искусные порфировые саркофаги, в которых хоронили только важных особ, один из которых принадлежит, кстати, святой Елене, матери императора Константина и распространителя христианства. Мы вот тут начинали. Очереди любители искусства прекрасные. Желая обойти толпы людей, отправляемся в еще один обособленный, но не менее загадочный отсек, посвященный истории этрусков, древнейших племен, населявших некоторые итальянские земли еще до нашей эры. Это цивилизация, которая создала развитую по тем временам культуру, воинское искусство, строительство и повлияла напрямую на дальнейшие успехи Римской империи. Ведь доподлинно известно, что первые правители самой могущественной империи мира были именно выходцами из этрусских племен, о которых мы так мало знаем сейчас, но которых обязаны благодарить за многие изобретения. Если вы не знали, то кубики для игры тоже сделали этруски. Посмотрите, игральные кости. Это все до нашей эры еще придумали развитые цивилизации. Этрурия – область, которая совпадает с современной итальянской провинцией Тоскана. Известно, что она была богата рудой и металлами, из-за чего этруски уже до нашей эры умели мастерски обрабатывать железо и делать из него оружие. Ученые обнаружили доспехи этрусков в их же захоронениях VII века до нашей эры. Их войска не только изготавливали оружие, но и пользовались им лучше всех в своем регионе, добившись подчинения всего Апеннинского полуострова уже в VIII веке до нашей эры. Помимо этого, они были искусными мореплавателями и занимались торговлей по всей Италии и Франции, конкурируя лишь с греками и финикийцами. Но и это далеко не все достижения этого удивительного народа, растворившегося в веках истории. Пока Рим представлял еще неумелое сборище хижин и лачуг, они уже жили в городах, мастерски строили дороги, каналы, мосты, расширяя параллельно с этим свои владения, а также владели алфавитом и письменностью. Интересные элементы
фрагменты системы захоронения находятся также в музее Ватикана. В просторных некрополях, напоминавших города, этруски высекали роскошные гробницы, иногда оформляя их внутри как жилье и помещая внутрь портреты близких родственников. Такой размах был у этрусков во всем, пока их власть не начали отбирать римские аристократы. Последний этрусский царь был свергнут группой римских аристократов в 510 году до нашей эры. Эта дата считается моментом возникновения Римской республики, а в начале III века до нашей эры этруски исчезли с исторической сцены. Как думаете, являются ли все великие достижения Римской империи заслугой этрусков и куда вообще делся этот народ? Делитесь вашим мнением в комментариях. Ну а мы продолжаем наш путь и внезапно попадаем в зал карт. Ну что ж, дорогие друзья, если сзади меня вот такой потолок, выполненный из золота, значит мы в географическом зале с картами 15-16 века. Пожалуйста. Так это все выглядит. Здесь в основном карты того, как выглядела Италия. В 17 веке в моду входят украшения дворцов, замков, монастырей и вилл различными циклами карт, чтобы блеснуть своим богатством и состоятельностью. Самая большая галерея такого типа, естественно, располагается в Ватикане и была создана по заказу папы Григория XIII, который, кстати, создал тот самый календарь, названный в его честь. Каждое из полотен площадью 300 на 400 изображает с максимальной точностью несколько различных регионов Италии, библейские сюжеты, 4 порта, несколько островов и город Авиньон, бывшую обитель Папы Римского. На северной стене можно увидеть ключевые моменты сражения Христа с османами, такие как осада Мальты, битва при Лепанто и другие. На противоположных стенах не менее значимые события в истории Италии. Например, изображение императора Юлия Цезаря и его войска, пересекающего реку Рубикон, сражение между армией Ганнибала и римскими легионерами, битва между войсками Карла VIII и армией Венецианской лиги, в результате которой французы были отброшены с Апеннинского полуострова. Карты поражают уровнем детализации. На них изображены города, замки, церкви, горные цепи, деревья, на воде, лодки, фантастические морские существа и даже языческий бог морей Нептун. Интересно, что эта галерея словно прогнозирует будущие изменения. Ведь на момент составления карты Италия не была еще единой страной, воссоединившись лишь 300 лет спустя. Папа Григорий же хотел показать, что Италия, в центре которой находится Рим, духовно единая страна, связанная общими ценностями. Впрочем, дальше перед нами открывается самая яркая и незабываемая часть коллекции, которая надолго застывает в памяти любого, кто хоть раз побывал тут. И да, это те самые станции Рафаэля, обязательные картины из учебников по искусству. История этих 4 комнат началась с каприза папы Юлия II, который потребовал срочной реновации апартаментов, потому как не хотел жить в тех же местах, что и ненавистный для него предшественник папа Александр VI Борджиа. На роспись комнат в библейских сюжетах у Рафаэля и его учеников ушло 16 лет, и до своей смерти закончить он их так и не успел. Тем не менее, каждая из фресок поражает своим великолепным знанием Ветхого и Нового Завета, а также преданностью папскому престолу. Практически в каждой комнате мы видим сюжеты с римским понтификом, который либо спасает города, либо видит чудо и выступает наследником Бога на земле, наследником силы Ветхого и Нового Завета. Некоторые работы его покрыты необъяснимыми загадками. К примеру, в лицах фрески «Афинская школа» отчетливо узнаются черты Леонардо да Винчи, Микеланджело и других деятелей эпохи Возрождения в образе мыслителей. В любом случае, красной нитью через многие работы проходит желание вселить в зрителя уверенность в покровительство со стороны Господа. Все картины объединены идеей о том, что Бог вмешивается в ситуацию, когда церковь или верующие сталкиваются с опасностями или угрозами на земле. И чудеса из Библии, запечатленные Рафаэлем, отчетливо это подтверждают. Но если и эти станции не произвели должного впечатления на вас, самое время отправиться в следующее место – главную капеллу Ватикана и всего христианства. Эта самая известная капелла была названа в честь Сикста IV, папы, который задумал ее строительство. Помимо того, что она должна была заменить старую домовую церковь, она же должна была служить оборонительным целям, потому как в этот период османы взяли столицу Восточной Римской империи Константинополь, и понтифик боялся аналогичного штурма Рима. Находясь здесь, каждого поражают и удивительные фрески, и сами размеры сооружения. По одной из версий, в параметрах капеллы соблюдены пропорции храма Соломона в Иерусалиме,
разрушенного в 70-м году нашей эры. Интересно, что изначально свод вместо безграничных библейских сюжетов был расписан в виде звездного неба, но при появлении трещин папа Юлий II решил перекрасить свод и пригласил для этого Микеланджело. Творец был выдающимся скульптором, но не первоклассным художником, и все равно нехотя согласился на просьбу понтифика. Поражают точные, фантастические сюжеты из книги «Бытия» Старого и Нового Завета, которые, несмотря на незначительные реставрационные работы, сохранились до наших дней и не вызывают ничего, кроме мурашек и желания провести в этом месте целый день, разглядывая каждую работу. Но народу здесь слишком много, а времени почти не остается, поэтому дальше мы указателями продвигаемся к Ватиканской апостольской библиотеке. Друзья мои, а вот это свитки, нет, не Торы, конечно, но равенные отношения с Римом, выполнены из хрусталя, как говорится, невозможно, хотя возможно на самом деле расшифровать, и все это находится в той самой апостольской библиотеке. К сожалению, большая часть огромного количества древних манускриптов скрыта от простых туристов и посетителей, ведь доступ к этой библиотеке имеется лишь у служащих Ватикана. Однако сам факт того, что она хранит в себе оригиналы рукописи Средневековья и эпохи Возрождения, которые когда-нибудь могут быть открыты и прояснят нам тайны бытия, уже кажется чем-то умопомрачительным. Так, ну что, дорогие друзья, наша любимая рубрика «Изучение глобуса древних времен». Какого он, интересно, нашего периода? Так. Чего? Океано. Эфиопико. Окей. Интересный Тихий океан, как говорится. Эфиопский. Триполи, Саид, Иерусалим, Газа. Но это города. Но они Алеппо. древние так и были. Так. А мы на что группа смотрим? есть? Мне больше всего понравился, что это океан называется. Эфиопико. Почему-то. А Где не океан? Атлантический. Вот этот вот. Очень интересно, как говорится. Чего только не найдешь, реально. И вот проходит уже 6 часов, как мы находимся здесь. Указатели и запахи так и манят нас в кафешке, а красочные магазины на покупку сувениров. Но мы идем дальше, до конца. Ну что ж, дорогие друзья, в глазах рябит, стреляют ноги, нет спины и правого глаза. А значит, мы уже 6 часов как провели в музеях Ватикана. Я не знаю, какую именно часть мы обошли, но, собственно говоря, это точно мы обошли, подземелье точно мы обошли, и это до сих пор еще не все. Друзья, я искренне рекомендую вам не брать гида, потому как, возможно, конечно, вы это все пролетаете мгновенно, и все эти гайды тоже они рассчитаны как раз на 2-3 часа. Мы взяли аудиогиды, вот мой прекрасный помощник голосовой, который обучает меня и рассказывает мне о том, что здесь происходит, собственно говоря, что здесь происходило все время доминирования католической церкви, да, в нашем мире. Я вам хотела сказать, что не берите, пожалуйста, гида, потому как если вы пойдете с гидом реальным, а не голосовым помощником, то, вероятно, вы даже не посидите за это время ни разу. Ну и, конечно, чем ближе вы становитесь к заветному выходу, тем больше вокруг вас сувенирных магазинов, кафетериев и разных заманух, как говорится, вашего тела, которое, к сожалению, не может молчать в ответ на 6-часовые прогулки по таким, даже таким одухотворенным местам, понимаете? Рафаэлом, но без Рафаэлки Рафаэль не усваивается, правильно? Вот, поэтому что могу сказать? Замечательно, просто нужно к этому готовиться, реально. Желательно за день до этого, пока вы готовитесь к этой поездке замечательной. Во-первых, конечно же, купить билет заранее, 100%. Не за день даже. Желательно даже это делать за несколько дней. Желательно это делать, например, за дня 2-3, потому как, когда мы смотрели, мы хотели сделать за неделю. За неделю ничего не было, были только на других сайтах разные туры с гидами и так далее. И, соответственно, мы за 2 дня до этого решили все-таки проверить, попытать удачу и нашли случайным образом именно билеты с аудиогидом. И это было просто везение, поэтому первое, конечно же, купить билет. И второе, подготовиться морально, подготовиться физически, да, к этому марафону, потому что это марафон, по-другому не скажешь. Да, это марафон желаний и нежеланий. Поэтому мы пока отдыхаем, но идем дальше. Мы идем до конца, как говорится, мы не можем это упустить. Вот, и... Я не знаю, все очень запутано, несмотря на стрелки, куча просто потаенных каких-то отделений.
Для самых стойких открывается коллекция папских средств передвижения. Так, в период своего расцвета главы мирового христианства ездили на каретах. Но уже в начале 20 века, в 1909 году, для перевозки стали использовать автомобиль. Некоторые из представленных в музее видов папского транспорта, конечно, поражают роскошью и количеством использованного для них золота. Ну что ж, дорогие друзья, мы в самой интересной части. Как говорится, сколько зарабатывает Папа Римский. Если раньше это были кареты, то сейчас вот такие интересные машинки. Кареты поменялись, времена меняются. Папы римские тоже не пальцем деланные. Все-таки самый главный человек. Вот такая карета, как вам? Карета Папы Римского. Ну, в принципе, заслужил, я считаю, заработал, правильно? Вон дальше тоже карета. Интересно, что выборы будущего владельца кареты и главного понтифика католической церкви проходят в строжайшей тайне при сборе 200 кардиналов из 69 стран мира в Сикстинской капелле. В теории папой может стать любой католик мужского пола, но на деле им, как правило, становится именно один из тех кардиналов. В ходе процедуры проведения выборов их запирают в Ватикане до принятия решения, и затворничество может продолжаться неделями. За обнародование информации о ходе дебатов нарушитель будет отлучен от церкви, равно как и за использование мобильных телефонов, журналов или радио. После первого голосования выясняется, кто из кандидатов обладает шансами на победу, а затем голосование идет 4 раза в день, пока не будет же выбран новый глава католической церкви. У нас есть папа. Но, несмотря на сложную процедуру выборов, папа должен быть поистине большим интеллигентом, хоть и расточительным человеком. Недаром же они собрали столько шедевров искусства, часть которых хранится в следующей после карет галерее с греческим названием «Пинакотека», которая переводится как «помещение для живописи». Ну что ж, дорогие друзья, мы подходим ко второму этажу. Вторая часть – это величайшая пинакотека. Здесь находится огромное количество произведений именно религиозного искусства. И принадлежит все это одному из пап римских, конечно же, Пию. Ну, поэтому она названа пинакотека, собственно говоря. Вот. И здесь находятся оригиналы некоторых картин Тициана, Микеланджело, Росси и других. Коллекция названа в честь ее основателя, папы Пия VI. Однако полотна долгое время переносили из одного зала в другой. Сегодня здесь находятся известные во всем мире шедевры иконописи и многих итальянских творцов. Например, полотно Леонардо да Винчи «Святой Иероним», которое чудом уцелело, хотя доска, на которой была написана картина, оказалась распилена на 2 части. Удивительно, но спас полотно дядя Наполеона Бонапарта, когда в XIX веке приобрел оба фрагмента в антикварном магазине и соединил их, получив полное произведение искусства, после чего папа приобрел его на аукционе. Здесь же находится и шедевр Караваджо «Положение во гроб», которое стало примером реализма на религиозный сюжет. На самом деле, самое сложное в этом городе, в этом стране, извиняюсь, это не потеряться и найти путь все-таки, куда идти, потому что кажется, что вся страна один большой музей. Видимо, про Ватикан говорят. Это город-музей под открытым небом. И все же мы находим путь к главной площади города и страны, которую так тщательно охраняют гвардейцы Ватикана в своих неповторимых ярких костюмах. Речь, конечно, о площади Святого Петра, где и расположен главный христианский собор, установленный на месте убийства одного из учеников Иисуса Христа. Ну что ж, дорогие друзья, как говорится, та самая, которая вернулась все-таки в Санкт-Петербург, и нет. Сзади меня, конечно же, не Исаакиевский собор, и не Вашингтон, и не Лондон, как говорится, собор Павла. Нет, это собор Петра, мы в самом сердце Ватикана, в той самой стране, где не нужно ID, не нужен паспорт, ничего не нужно, можно просто пройти сюда и увидеть эту красоту, которая пленит стольких людей здесь, как говорится. Вот, пожалуйста. Других слов, в принципе, не находится. Это замечательно, это прекрасно. Если смотреть на площадь свысока, можно заметить ее сходство с замочной скважиной. И вовсе не случайно. Святой Петр, в честь которого она названа, был хранителем ключей от рая. В центре располагается огромный египетский обелиск, который был перевезен из самой Александрии в Рим при императоре Калигуле I в I веке нашей эры. Раньше обелиск был увенчан шаром, в котором, по легенде, хранился прах самого Цезаря. Однако после его перемещения тело императора там не оказалось. В любом случае, размер колонн и оптические иллюзии, которые они творят, просто поражают любое воображение. Буквально час в очереди, и мы, к счастью, успеваем зайти до закрытия в это 8-е чудо света. Так, все, наконец-то, спустя
сейчас мы попали все-таки в базилику. Огромные колонны, величественные скульптуры и высочайшие своды потолка. А ведь когда-то здесь было не что иное, как императорский цирк со скачками и гонками на колесницах, где император Нерон жестоко расправлялся с христианами. Но в 326 году император Константин, который первый принял христианство, решает построить здесь храм в честь убитого язычниками апостола Павла. Ну что ж, дорогие друзья, мы в базилике все-таки Святого Петра. Просто дух захватывает от того, насколько здесь высокие, величественные потолки. Слава богу, что перед этим мы прошли разминку в других музеях, где точно такие же, вот в этих палатах, да, скажем так, прошли. Там тоже были такие же высокие своды, но это просто нечто невероятное. Сам собор в известном нам виде возводили целых 120 лет, и стоимость строительства была настолько велика, что папа Лев X стал продавать индульгенции многим распутным властителям, приведя Германию к реформации и борьбе против папского престола. Ой, вот этот потолок очень красивый. В центральной части собора под куполом находится мраморный навес-балдахин, созданный Бернине. Его высота почти 30 метров. Считается, что под балдахином захоронен апостол Петр. Также многие паломники прикладываются к ступне апостола, бронзовая скульптура которого стоит также здесь. Ну а сам Папа Римский проводит на площади и в соборе аудиенцию с прихожанами каждую среду в 11 утра. Ну вот, на часах уже 7 вечера, и мозоли на наших пальцах просто умоляют нас все-таки присесть и закончить этот насыщенный день по такому загадочному, могучему, таинственному месту, которое, несмотря на свои размеры, заставляет одних людей действовать по указке тех немногих 800 граждан этой страны, а других строить вокруг них теории заговора. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео, ну а мы поехали дальше. Пока-пока.